Приветствуем вас на нашей кухне. Зеленая комната вышла с пересадкой. А пересадки очень много. В предыдущем видео, кто не видел, я показывала все вот эти растения, которые вновь приобретенные. И сказала, что готовьте чай, кофе. И 100 грамм ты говоришь. 100 грамм, кому нервы не выдерживают долго смотреть. Валя, я тоже буду смотреть, кстати. Обойдешься без 100 грамм. Вот. Ну и такая же пересадка из моих доморощенных растений тоже, потому что они уже корни пустили, и они мне мешают на кухне. Поэтому мы сейчас быстренько их посадим в минеральный грунт. Вот, посмотрите, какой у нас минеральный грунт. Вот, посмотрите. Это такой вот мелкой фракции. Добавила сюда удобрение осмокот. Вот он у меня всегда стоит. Уже скоро кончится, надо будет опять брать. Потому что мне он очень нравится, он помогает растениям немножко, ну как бы сказать, взять свою силу. И мы приступаем. Не будем делать говорящие головы, будем показывать дело. Да, Игорь Иванович? Да, Валя. Приступим Вот, к делу. Смотрите, вот это сингониум у меня мотлит. У меня их уже 2 растения, вот это 3-е. То есть я отрезала, он растет вверх. Я думала, что это ампельное, но оно не ампельное, оно растет вверх, и надо под опору ей ставить, и все. Ну, отрезала и вот укоренила. Вот в такой бутылочке из-под кефира. То есть вот такие корни, посмотрите. То есть он уже просто нуждается в пересадке. И мы сейчас будем пересаживать вот в такие горшочки специальные для этого грунта. То есть для фитильного полива. Внизу у меня фитиль находится. Это горшок бэушный, бывшее употребление. Я туда добавила фитиль. Фитиль из искусственного материала. Нельзя ни в коем случае хлопчатобумажный материал, только искусственный. Он не гниет, ничего, и можно им пользоваться продолжительное время. То есть постирали, и опять можете пользоваться. То есть надо сейчас чуть-чуть тут углубить. Корни я хорошо укладываю, чтобы им жилось хорошо. И засыпаем вот таким способом. Это я рассказываю для вновь прибывших, кто не знает, как мы сажаем растения. Я, исходя из того, что очень часто мы выезжаем с мужем куда-нибудь в отпуск, и чтобы поливать, чтобы они не пропали, я сажаю на вот такой фитильный полив. Сейчас мы его палочкой закрепим, пока он корни свои распустит. Адаптация у него будет легкая. Знаете почему? Потому что он так был в воде, и ему вода не страшна. Ну, немножко грубые камни. Вот в таком виде он у меня будет стоять на полочках. Он уже обработанный, все цветы обработаны у меня специальным раствором против всех вредителей. Фунгицид и акарицид. Вот такая у меня еще. Сейчас мы поставим напоминалку, которая напоминает, что это за растение. Дальше. Вот такая у меня монстера минима. Посмотрите, корневая. Кто знает, что я люблю вот такие стекляшечки, я покупаю для того, чтобы посадить вот эти вот. Они у меня на кухне находятся, в кухне, потому что здесь посудомоечная машина, им тепло, светло и вообще хорошо. Вот. Поэтому мы сейчас будем сажать монстеру минима также в минеральный грунт. Постараюсь по-быстрому, потому что не все выдерживают долгие видео. Ну, извините. Мы не политику, мы показываем только прекрасно. Я иногда думаю, вот мы же эти растения продолжаем им жизнь. Если бы сейчас мы ударились еще и в политику, и еще куда-нибудь, а растения погибали. Правда, Игорь? Да, Валя, я сам как-нибудь прочту что-нибудь об этой политике, потом жалею, думаю, зачем я читал. Вот, мы на пенсии, нам политика, будем так говорить, вредит. Вот. В самую точку. Смотрите, сейчас пойдут
Они в посудомоечную. Дальше. Вот такой у меня пепремнум, Happy Leaf. Но я его Он просто отломился, мне было жалко его выбросить. И я его также укореняю. Хотя я хочу... У меня он уже там на полу валяется. Это так удлинился. И я хочу его обрезать. Я вообще люблю этот Happy Leaf. Вот. Пускай он без значка стоит, потому что я знаю, что это Happy Leaf. Вот такой сингониум. У меня еще пикси. А баночка какая? Загляденье. Давай. Ну, когда-то я попала на уценку. Она стоила то ли 1 евро. Посмотрите, какой корень. Кушать хочет. Надо его срочно сажать. И я вот недавно рассказала, мы с Игорем Ивановичем часто уезжаем, бывает на 2-3 недели. И они прекрасно стоят вот в таком минеральном грунте. Они сами себе сколько надо воды берут. Дочка у меня смотрит. Ну, сами понимаете, молодежь, у них свои работы, свои интересы. Что ж я буду их заставлять? Вот. Так что вот такой вот сингониум пикси. Красавец. Да я его тоже обрезала, он у меня есть, но я хочу новый обновить куст. Бутылочки 100 грамм. Угу. Пойдут в посудомоечную. Дальше будем сажать аглонему. Это просто аглонема. Я хотела написать ее название, но я думаю, что она у меня не выживет. Я не верю, что она у меня выживет. Не знаю почему. Валь, ну надеяться-то надо. Ну, надеяться. На это. Корневая хорошая, замечательно. Сразу отошла. О, гляньте, какая корневая. Покажи, Игорь, ближе. Красавица. Вот такая. Сейчас мы тоже грунт насыпем. Что мне еще нравится в минеральном грунте, то, что он многоразового пользования. Растение ушло, продали или ушло, или подарили. Этот грунт опять сполоснули, и опять он... Не надо его не выбрасывать, ничего. Ушло это в смысле на кладбище? Ну, да, кому-нибудь гости ушло. Ну, понятно. Вот так вот. Видите, как я быстро. Уже 5 растений посадили мы с вами. Дальше алоказия амазоника дварф. Тоже пойдет минеральный грунт. Корневая хорошая. Можно было, конечно, ее оставить. Потому что я вижу и грунт хороший. Ну, ты же не знала. Нет, я знала, потому что, знаешь, я же говорю, что мы опять собираемся в поездку в ближайшее время. И он маленький, видите? Уже клубенек. Да. Ты покажи, ты видишь, я вижу. Он смотрит, видит и говорит, да, вот такой клубенечек. У меня глаза после операции, как у орла. А я как посижу у компьютера, мне все равно плохо вижу. Ну, устают, конечно, если долго. Мелкий шрифт вообще. Ну, у меня была операция не улучшали зрение, а спасали, будем так говорить. Потому что у нас в Швейцарии не делают операции по улучшению зрения. Делают, но они стоят очень дорого. Вот такая вот. Хоя Матильда Сплэш. Поставить надо. Посмотрим. Тоже хорошо все. Тоже корневая хорошая. Спросите, зачем я? Ну вот я же объяснила, из-за того, что мы уезжаем, и растения остаются практически без полива. А так они на фитиле сами себя поливают.
и все у них хорошо. Правда, когда большие уже растения, вот у меня алоказия есть платинум и алоказия, они до того пьют быстро. Почти через 2-3 дня уже наливаю воду. Пьют. Сейчас мы его так аккуратненько. Игорь Иванович, ты ж показывай, как я тут насыпаю. Может, людям интересно. Мне, например, интересно, когда я вот смотрю, кто-то занимается садоводством. Вот этот вот и вот этот пойдет другой. У меня не вместились. Выпадают. Они пойдут в маленький стаканчик. Вот. Матильда. Сплэш. Потом это все обмоется. Грунт промоется. Эти сейчас пойдут в маленький стаканчик у меня. И в этот флорариум. Тепличку. Это алоказия лангелоба. Корни хорошие. Удивительно. Мы попали во Франции, с такой хороший магазин. Мы как-то его показывали, у нас прям просмотры на нем прям хорошо прошли. И мне нравится этот магазин. Но в этот раз мой муж меня увез в другой магазин. Тоже одно и то же название, но ближе к Страсбургу. Да. А зачем ты меня туда повез? Сбился, Валя, с маршрута. А я думаю, ну что, едем и едем, едем, а Так спросить... я сам думал, что потом смотрю, Страсбург скоро уже. Ну, где мы? А едем, разговариваем, что-то там а потом Страсбург. Ну, мы едем не только за цветочками, вы меня понимаете. Мы едем еще по своим делам, потому что не все крутится возле растений. Вот такой вот галатея. Лансифолия написано. Я взяла это с гугли. Вот так мы ее присохла. Это которая с продолговатыми листьями, да? Да. Так, понятно. Тоже корневая замечательная. Хоть бы не пропала. Ой. Не буду я корень тревожить. Все равно он обмывается водой. Вот так. Быстро и удобно. Если вы думаете, что эти горшки большие, нет. Они с виду большие. У них очень маленькая вместимость. Они только с виду кажутся. Ой, какой огромный она сажает горшки. У меня таких вот просто с фитильным поливом маленьких я ни разу не видела, чтобы где-то купить даже. Они вот именно вот этот типа стандартный. Калатея микояна, макояна. С овальными листьями. С овальными листьями. Я люблю пересадки, знаешь что? Последнее время. Вот это вот смотреть, разглядывать, знаешь, вот это вот чистить, смотреть, как оно растет потом. Это тоже, ну, своего рода релакс. Вон он уже листик крутит. Вот такие корни. Покажи ближе. Видите? Ну, вот насчет вот этих калатей, они, конечно, любят их вредители. Я не знаю, может, они вкусные, но вредители, говорят, их очень любят. У меня, правда, есть одна калатея, ну, типа калатея. Ну, намучила она меня, если честно, я вам скажу. Вот недавно я показывала вам видео «Зеленой комнаты», и там она стояла, триостар, калатея триостар. Она мне вымучила. То листья подсушит, то заведется клещ паутины, то еще кто-то. Ну, а это страдалица. Это папоротник, Валя. Страдалец. Страдалец. Короче, это папоротник. Я его называю Венерин волос.
И я хочу его посадить тоже на фитильный полив. Говорят, что надо ему почву специальную. Алиса, скажи, пожалуйста, для папоротника, например, какая почва нужна? Почва должна быть легкой, рыхлой, водо- и воздухопроницаемой. Рекомендуемый состав: торф, листовая земля, перегной, песок 1-1-1-1. Для эпифитных видов: сосновая кора, листовая земля, торф, сфагнум. Значит, Вот сейчас так ставим вот. его. Не буду я на фитиль, пока оставим. У меня сейчас такой грунт будет. Ты хоть спасибо сказала. Ну ладно. Обойдется. Так, спасибо, Алиса. Дай Бог тебе здоровья. Так, да, Спасибо. вот. Дальше. Алаказия Зилбер Можно Драгон. добавить перлит и древесный уголь. Дренаж обязателен. Понятно. Но у меня в этом моем грунте все есть такое же. Так что... Отлично. Ваш папоротник будет доволен. Да он уже почти при смерти. Папоротник тут. Так, Валя, ближе к делу. Проверьте, достаточно ли света и не переливаете ли вы его. Да только купила. Не переливаю. О, видите, с кем можно еще разговаривать. Спасибо, Алиса. Всегда рада помочь. Вот. Послушаем ее, посадим вот этот в грунт. Ну, правильно. Как она говорит, мы посадим это в грунт. Жаль, что она не может с совочком тоже работать. Да. Вот такое вот алаказия. Это микояна. Где она, микоян? Вот это. Это калатея ланцифолия. Это алаказия Зилбер Дракон. Ой, на камешек попала. Дальше. Все, мы прервемся и будем сажать другие растения. Да, такой грунт. Продолжаем нашу посадку. На очереди у нас кактусы и суккуленты. Я одела вот такие перчатки, чтобы вот эту мамилярию посадить и вот эти два. А вот это, то я думаю, пересаживать или нет. Посмотри, Ну, там... посмотри, какой грунт. Это же грунт для кактусов. Да, да. Не, я думаю, пока оставить. Давай оставим, пусть он... Я сейчас бумагу сниму с него. И такой горшочек красивый поставлю его потом, чтобы рекламу не делать. Вот он такой, видите, без красивой оправы. Нет, Да тут, ничего, тут пусть. очень хороший грунт, и я не буду его тормошить, пускай. Я уже что-то так боюсь, что кактусы погибают. Ну, не все у меня. У меня много растет кактусов. А можно его вот сюда посадить, нет? Ну, Нет. белый призрак один был только. Так, ладно. Да сплыл. Давай, мамилярия. Пойдем. Это мамилярия спинозима. Ой, Игорь сюда вздыхает, когда я начинаю говорить на латинском. Тут окаменевшее все. Я не буду корни трогать. Чуть-чуть его обтрушу. И закрепим в нормальный грунт его. Вот. Корни сухие. Сухие. Давай так, что ли? Это слишком жалко мне ее. Так. Вот этот не помещится. Это я взяла для маленьких. Давай, наверное, не буду сильно его обтряхивать. да, конечно. Такой красавец. Мне он напоминает, знаете что? Ананас. Форму, да? Вот тут вот так у него. Ну, рисунок такой же, конечно, Да. но структура совсем не похожа.
Ну и на Сажа- вкус, наверное, валяем. Сажаем большой горшок. Я знаю, что вы сейчас скажете, надо было меньше. Он очень тяжелый, он падает просто-напросто. Я просто добавлю сюда меньше грунта сбоку, и все. И он не будет до конца заполнен, этот горшок, наполовину. Потому что он падает, видно, что по нем, что он падает. Почему-то не хочет жить. Я же его купила на оценке, понимаете? Я не думаю, что он хорошего качества, потому что там тоже садоводы разбираются в этом. Конечно, продадим. Сейчас вот эта дама купит и успокоится. Подсунули. Подсунули. Вот такая мамилярия у нас. Посмотрите, красавишна. Вот покажи, какой узор. У нее такой узор, как у ананаса. Это выкинуть можно. Да? Да. Вот такая палаския чичипи. Ой. Тоже, видите, она аж прям вываливается с этого горшочка. Я ее посажу. А знаешь, почему такое название? Я догадываюсь. Почему? Слышала потерянный город Мачу-Пикчу? Не. Южная Америка, Перу. А. Нет? На высоте более 2000 метров он, Валя. Так вот, похожее название. И, видать, родом оттуда оно. Но тут не написано, откуда родом. Ну, я тебе сказал, что можешь дописать просто. Кстати, мы давно с тобой не были в нашем садовом центре, где огромное количество кактусов и суккулентов. Я все ищу стапелию варигатную. Я очень хочу ее приобрести. И некоторые там колюченькие тоже, типа стапели, они цветут. Ну, у них желтые цветы. У меня сейчас 3 стапели, а хочу еще, ну, чтобы был Валь, выбор. там дорого очень. Ты в курсе? Ну, что нам. Ну, что, ну. А мы попросим дяденьку. Ага. А он так обрадовался. Слушай, он у меня падает. Сейчас мы его установим. Что-то опять не посередине посадила. Вот другой почва. Я шучу. Нет, просто покажем нашим зрителям. Там очень много интересного. Вот, посадили. Грязная эта этикетка. Так, тут все уже. Вот такой мы. Стеноцериус грейкхост. Серое привидение. Мы его посадим в этот горшочек. Знаете, вот грунт какой-то непонятный у них. То ли он пересохший, то ли он как торф. Вот я его не буду сильно тормошить. Вот в такой горшочек его посажу. Вот. Красопет. Красота. Ой. Когда вот сам пересаживаешь, все быстрее, в 2 раза идет. А когда съемка идет, все намного длиннее. А хочется аж быстро-быстро все сделать. Да тебе кажется, Валь, сама пересаживаешь ты 1-2 растения и все. Угу. А тут же у тебя одна собиралась, купила вон это самое. Вот. Это он потом пойдет в этот стаканчик. Дальше пересаживаем псевдорипсалис, Red Coral. Тоже я его купила по оценке. Кто не видел предыдущее видео, там все расписано, кто что почем. А сейчас пересадки, при пересадке оно
Не всегда успеваешь и про цену сказать. Тоже не буду сильно тормошить. Все у него хорошо. Я посмотрю за ним. Он пойдет в прозрачный у меня стакан. У меня 3 сидят в таких стаканчиках. Вот таких же. Коралловых и разных. Чтобы смотреть, наблюдать за корнями. Чтобы не было... Грунт усядется при поливах все равно. Поэтому я насыпаю иногда даже с горочкой. Мне кажется, что корни выйдут и будут сохнуть. Ну, это, конечно, лишняя предосторожность. Она, никому не вредит. Пожалуйста, принимайте работу, Игорь Иванович. Это хавортия у меня. Хоть мы ее там и обзывали по-всякому. Но это хавортия. Тоже посмотрите, прям каменный грунт. И не буду я ее тормошить. Я просто чуть больше посажу ее. Вот, в стаканчик. И полью хорошо. Потому что я вижу, что она прям уже бедная. Скоро выйдем на балкон. Там пересадки будут у нас. Разговорные. Вот такие вот. Я читал погоду, снег будет. Ну, правда, не у нас, а чуть выше в горах. Ну, в горах, да. Но вот когда в горах снег, прохладно. Всё. да, у нас холодно становится. Такая вот хавортия. Пожалуйста. Видите? Красавично. Ты, Игорь, можешь отодвинуть немножко, чтобы видно было, что я пересаживаю. Ну и денежное дерево. Сам Бог велел пересадить ее. Вот. Я знаю, что вот денежное дерево, она не любит глубокие горшки. Ну, я выбрала вот такой вот. Он не глубокий. Так что монетку может дать тебе? Не, ну зачем? Ну, когда больше будешь горшок пересаживать, тогда я обещаю тебе, Валя. Слушай, а может быть вот медную монетку кидать, или какую-то там железную, оно тогда повышает качество грунта. Ведь в грунт добавляют еще и железо. Ну, удобрения, где есть железо, и цинк, и все, что хочешь. Как человеку. Вполне возможно. Может, поэтому и ставили туда, кидали деньги. Ну, пусть немного подрастет, будешь его опять пересаживать. Угу. Вот, пожалуйста. Готовая. Ну, а дальше все пойдут у нас в грунт обыкновенный. Мы прервемся, чтобы убрать, чтобы снять эти перчатки, а то у них неудобно вообще. Ну вот. Наша работа идет к завершению. Так, какой у нас грунт теперь, Валя? У нас теперь обыкновенный грунт. Ну, не как обыкновенный. Тут намешано все. Как нам сказала Алиса. Алиса Петровна. Вот, тут и есть и от дерева щепа, и все. Зола? Нет? Нет, не, зола есть тоже. Не зола, а этот уголь. Ну ладно. Древесный. Все есть. Перлит, вермикулит. Все. Даже песок есть чуть-чуть добавила. Вот, я хочу досадить вот эти сейчас растения вот в такие вот. Они у меня постоят, я посмотрю на их поведение, и в дальнейшем я их пересажу. Но не совсем маленькие. Это Хоя, Матильда. Вот я сейчас ее быстренько так раз посажу, и она у меня пойдет в парничок. Потому что что-то она прям быстро отошла от корней. Ну, не от корней, а от большого растения. Думаю, ну, может, детки, они еще слабые. И я быстренько их посажу вот в такой грунт. И они пойдут у меня в тепличку. Правда, еще холодно ночью. Ну, хотя вот в комнате, где мы съемку делали недавно, у
У нас там 24, а влажность 50 с чем-то там была. То 40, то 50. Ну, там в зависимости, наверное. У меня там просто много стоит растений, которые с водным поливом. И они же испаряются. Естественно, это вот такой вот. Идет настоящее увлажнение. Фу, сломался. Ну, давай сюда посадим. Чё ж теперь? Не хочет, значит, стакан. Вот мы посадим этот папоротник, понаблюдай за ним. Полью сейчас его, как этого. И тоже пойдет у меня в теплицу. Будем наблюдать за ним, чтобы он хорошо укоренился. Скажите, зачем вам столько много цветов? Я отвечу. Ну, действительно, мы иногда продаем, дарим, занимаемся цветами, вам показываем. Это тоже, они как наши рабочие инструменты, плюс еще, чтобы окупить себестоимость, мы их продаем. Выгоды большой нету, я вам скажу. Ну, чем-то заняты. Вот идет у Ты меня... скажи, убыток не так уж и много. Выгоды нету большой. Калладиум, биколор, люция. В прошлом видео я показывала, как мы их купили, где купили. Вот сейчас мы его посадим. Тоже в хороший грунт. Корни хорошая корневая. И он, вы знаете, он укорененный. Нету тут ни клубня, ничего. Надо вот эти сухие листики убрать. Покажи ближе, Игорь. Не бойся меня сегодня, я хорошая сегодня. Ну, я тебе доверяю, Валя. Видите, он у него уже росточек идет. Посмотрим. Вот в такой я его посажу. Ну и пусть себе наслаждается. И буду смотреть за корневой, естественно. Через прозрачные горшки это легче наблюдать. А калладиумы я давно хотела завести. Это, конечно, не на продажу, ничего, просто для красоты. Я видела, что на балконах их держат. И действительно, это очень красивые растения. Они зимой спят, листья сбрасывают, но не у всех. Есть, стоят еще и зимой. Вот. Посмотрите. Сильно почва не утрамбовая, грунт у меня рыхлый, специальный. Вот такой, чтобы держалась хорошо, не падала. Вот такой еще у меня калладиум. Сейчас надо эту поставить. Биколор, люция. Пока еще грунт не мокрый. Ой. Вот такой вот. Тоже хороший грунт. Ну, она начала подсушивать 2 листа у меня. Корни хорошие, посмотрите. Корневая какая. А вот лист сухой, и вот, и вот. Я не знаю, что ей надо. Вообще я не видела, чтобы калладиумы сажали на фитильный полив. А мне кажется, они любят очень сильно воду. Ну, мне так кажется. Не знаю, может, я ошибаюсь. Поправьте меня. Кто больше имеет опыта с калладиумом, поправьте. Напишите. Вот. Мы быстренько. Что нам стоит, правда, Игорь Иванович? Да, конечно. Очень быстро и качественно. Доломала. Ну ничего. Так, это у нас сансеверия, гималайский роудс какой-то. У меня такой еще нету. Она уже корни у нее полезли через горшок. Посмотрите, бедный. Вылез и пошел себе. А ты вытащишь его теперь? Да не знаю, буду аккуратно. Но, скорее всего, не обойдется без... Ты его, Валя, он согнулся. Ты его вот это самое, прямо поставь. Сейчас. Мы его... О, вот так. видишь, как хорошо. Видите, какой грунт красный? Это, наверное, торф. Но у меня тоже тут торф, кокосовый субстрат. Вот, поэтому без опаски сажают. У меня практически все сансеверии выжили. Но потом смотрю, бабочка летает. А мы в одном магазине ее, эту бабочку, поймали. А потом докажи им что-то. А где моя эта? Не знаешь, что... А, наверное, в другом грунте.
лопаточка. Потом посмотрели, они у них летают. Пришли, сказали, у вас бабочки там, возле Сансевери прям. А они без понятия. Они типа. без понятия. Оказывается, это картофельная бабочка. Она съедает полностью корни. Не она, а личинки. Я в прошлом видео это рассказывала. У меня погибло... Вот вечером смотрю нормально сансевери, утром прихожу, лежит. Они как вот тут саранча. Как смерч пронесся. Зато пообедали. Да, дай бог им Личинки. здоровья. А все прижились, все сансевери у меня очень хорошо прижились. Хотя они находятся без особой подсветки. Им достаточно у нас, где они стоят, южные окна, света достаточно. Хотя вот замиокулькасы говорят, ой, они в темноте. Нет. Вот замиокулькас, он уже прям в окно уже выпрыгивает у меня. Вот корешки. Вот посмотрите. Вот такая сансеверия. Вот ее полностью название. Да. Сейчас у меня полок достаточно. Будем ставить шлумбергера. Декабрист. Декабрист. Я ее люблю. Вообще, она как у меня в этот год цвела, вообще. Смотрю, уже вроде отцвела, а там еще другие начали цвести. Ну, до того красиво, правда же, Игорь? Да. Даже Игорь замечал. Смотри, у тебя, говорит, это цветет. А я ее сначала не очень сильно. Она у меня на подсушке стояла. А потом полила и смотрю, понеслось. Вот такая корневая хорошая. Вот. Но хотя она мне детство напоминает. У нас же кругом вот эти вот растения были, декабристы. Я не знаю, у твоей мамы было, но у наших кругом, у соседей, я помню. Ну, Пойдешь, Оля, она всё, цветет. что напоминает детство, оно приятно для души. Да. Я тебе скажу, любое. Вот, пожалуйста, мы ее быстренько уделали. Поставим. Польем, конечно, она. Надо полить после Ну, пересадки. польешь, конечно, потом. С удобрением. Но не, я кактусы теперь вообще не удобряю. Мне сказали, что кактусы лучше вообще не удобрять. Никакими удобрениями. Буду вас слушать. У меня погибли кактусы. Вот. Натрудились славно. А ты? Валя, делу время, потехи час. Пойдем Будем- потеху делать. Да, Пойдем кофе попьем и успокоимся. вот это Все. правильно. Всем хорошего дня, хорошей ночи, кто уже к ночи идет. Мы потом еще у меня есть пересадка. Ну, опять растения, которые долго у меня стоят в воде. Ну, это я уже сама буду немножко подчищать. Спасибо вам, что вы смотрите на нас. Спасибо за комментарии хорошие. Они нас поддерживают, улучшают настроение. Мы рады, когда вы нам пишете. Вот. Что нам еще остается делать на пенсии, правда? Ну, хоть Только есть чем читать заняться. хорошие комментарии. Да, пишите хорошие. Это я люблю. Ладно, всем пока-пока. До свидания.